Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня утром я обнаружил, что все мои ножи кухонные уже достаточно притупились, и пришла пора их обслуживать. Я решил, что это хороший повод записать видео о том, как я точу ножи в целом, и заодно снять небольшой обзор на мою любимую точилку Worksharp Canonian Edition. Значит, сразу я хочу сказать, что есть много способов точить ножи. Мой способ не самый профессиональный. И я думаю, что многие любители ножей и профессионалы скажут, что не стоит делать так, как я делаю. Но я же считаю, что если у вас нормальные обычные ножи среднего качества, если у вас нету ножей из порошковых сталей, каких-то высокотехнологичных, то вам этот способ вполне подойдет. Особенно, если вы не хотите тратить много времени, не хотите доверяться профессионалам, либо платить деньги хорошим специалистам, то вы вполне можете использовать эту точилку и спокойно точить ножи. Я этой точилкой пользуюсь уже примерно 2 года, может быть даже больше. За это время, в принципе, я обслуживал весь парк своих ножей. Я точил такие маленькие ножи швейцарские, такие побольше точил ножи, точил свои любимые походные ножи Bug и Ontario Red 1, крыса. Точил свои кухонные ножи, регулярно точу их. Это Tramontina. Мне нравится Tramontina тем, что у нее сталь достаточно мягкая и податливая для заточки, но не сильно мягкая, и она достаточно хорошо держит заточку, точить сильно часто не надо. Точил такой серейторный нож Victorinox, тоже достаточно успешно. И даже ножницы подправлял 1 разок, тоже все было нормально. Заточил ножницы вполне успешно. Значит, какая у меня, в принципе, процедура ухода за ножами? Я чаще всего точу кухонные ножи. В принципе, для меня это такой расходный материал, я их особо не жалею. Разрешаю своим домашним делать с ними все что угодно, резать по тарелке. Кстати, резать ножом по керамической поверхности очень плохо. Так делать не стоит, ножи тупятся, кромка выкрашивается. Особенно меня удивляет, что какие-то производители еще выпускают такую стеклянную, не просто стеклянную, но еще и ребристые доски разделочные для нарезки. Они убивают ножи моментально. Значит, моя процедура ухода за ножами такая. Раз в 2 месяца где-то, когда они полностью затупляются, я беру эту точилку и все их прогоняю, делаю хорошую остроту. В промежутке между этим я ножи подтачиваю на мусате. У меня вот такой вот металлический мусат Wusthof, по-моему, так произносится. Wusthof. У меня раньше были керамические мусаты, они тоже работают хорошо. Мне они все-таки не так сильно нравились, потому что мне показалось, что держат заточку они не так долго, как после этого металлического. Плюс они явно жрали металл. Это было видно, потому что они прямо становились такие черные. Этот, наверное, тоже поджирает металл, но я думаю, не так агрессивно. Значит, покажу вам быстро, как это я делаю. Допустим, есть у нас ножик такой. Я уверен, что он тупой. Да, он совершенно тупой, плохо режет. Значит, на мусате я делаю где-то, когда он такой тупой, 20-30 движений таких. Так, я думаю, сейчас он будет резать. Да, он начинает резать достаточно сносно, чтобы работать по кухне. Но что происходит? Если нож был только недавно заточен, на нем свежая заточка, тогда исправление на мусате, в принципе, быстро приводит его в рабочий вид. Если нож уже добит, как сейчас, то есть он тупой, очень тупой, то мусат его немножко приводит в чувство, но ненадолго, и режет он плохо. Поэтому ножи через какое-то время нуждаются в более серьезной заточке, и я делаю это на этой точилке. Я вам рассказал в целом про схему заточки. Теперь давайте откроем мою точилку, я вам расскажу про принцип заточки, и мы заточим какой-нибудь нож, например, мой любимый Santoku, который, я вполне уверен,
тоже тупой. Но давайте я сейчас уберу все лишнее, и мы приступим к заточке. Когда я выбирал, чем точить ножи, для меня важно было 3 основных параметра. Первое, чтобы это было быстро. Я не хотел тратить час времени работать на японских водных камнях. Мне просто не хочется этим заниматься. Во-вторых, я хотел, чтобы точилка не портила ножи, чтобы она не жрала металл, чтобы она нежно с ними обращалась. И третье, я хотел, чтобы она давала приемлемый результат, чтобы было приятно резать, чтобы рез был хороший, цепкий, чтобы был нормальный рабочий нож. При этом для меня была неважна какая-то супер зеркальная кромка или что-то в этом роде. И мои ножи, они достаточно простые, как я уже сказал, поэтому они не из порошковой стали, не высокотехнологичные, поэтому я хотел что-нибудь простое и надежное решение. Я купил эту точилку, и в принципе она полностью выполняет все эти 3 требования. На один нож уходит где-то около 10 минут заточки, в принципе это нормально. Значит, как она работает? Давайте я вам покажу. Значит, это электрическая точилка. Работает она по принципу гриндера, то есть это такой мини-гриндер. Давайте я ее подключу. В комплекте к точилке идет 5 ремушков, все они разной зернистости. Идея в том, что мы начинаем точить на самом грубом, который формирует угол, потом берем менее грубый, менее грубый, менее грубый, заканчиваем таким нежным, скажем так. Если вы разбираетесь в гритности, то здесь ремушки 120 грит, 220 грит, 1000 грит, 3000 грит и 6000 грит. Вот этот самый маленький 6000 грит. Эти ремни очень классные. Дело в том, что они выглядят как обычная наждачка, но они почему-то служат очень долго. Они сделаны каким-то многослойным методом. Я 2 года уже точу, и они служат вполне нормально, еще даже не надо их менять. Кроме вот этого 3000-ника, проблема с ним, не знаю, видно вам или нет, что он уже засалился, он набрал все металлы, такой блестящий, он еще работает. Но на всякий случай я купил 5 запасных ремней таких. Сейчас мы достанем один, заменим его. И на всякий случай я еще взял комплект из 5 этих ремней, на случай, если один из них порвется, потому что так-то они служат вполне нормально. Здесь также идет такая памятка, как точить ножи. Значит, по ней можно посмотреть, какой у вас нож, для чего. Если это охотничий нож, карманный нож, если это кухонный нож, она говорит, какой выставлять угол, какие ремни использовать и сколько раз проводить. Для кухонных ножей я всегда ставлю угол 20 градусов, как рекомендовано в инструкции. В принципе, это очень нормально. Ножи работают долго, долго держат остроту, хорошо поправляются на мусате, режут овощи без проблем. Значит, сперва мы выставляем угол. Потом мы вставляем ремушок, начинаем с самого грубого. Самый грубый это 120 грит. Потом, что мы делаем? Мы вставляем нож в направляющую сюда. И потому что у нас выставлен угол, эта направляющая поставит нож под 20 градусов по отношению к этой ленте. Конечно, лента немножко будет изгибаться, поэтому получится такой немножко конвекс, немножко изогнутая кромка, которая, в принципе, некоторые говорят это хорошо, некоторые говорят плохо, мне, в принципе, все равно. Работает нож после этого хорошо. Потом мы включаем точилку, протягиваем нож с одной стороны, потом протягиваем с другой стороны. Значит, если мы берем, например, кухонный нож, то наша инструкция говорит, что мы должны взять 3 ремушка, 120 грит, 220 грит и 1000 грит. На первом ремушке мы должны сделать 1-2 протяжки, на втором 4-8 протяжек и на третьем тоже 4-8 протяжек. В принципе, я иногда следую этой инструкции, но чаще я не следую этой инструкции. С первым ремнем, который на 120 грит,
Я точу на одну сторону до тех пор, пока с другой не появится заусенец, который можно почувствовать, если провести пальцами с другой стороны. Потом перехожу на другую сторону, смотрю, пока появится заусенец с другой стороны. А с остальными ремушками я просто делаю столько, сколько они говорят. То есть, например, здесь написано, что на втором ремушке нужно 4-8 протяжек делать. И указано, что это полное количество протяжек не на каждую сторону. То есть это значит 2-4 на каждую сторону. Ну, значит, давайте возьмем нож и начнем работать по одной стороне со самым грубым ремушком до тех пор, пока у нас не появится заусенец. В инструкции написано, что надо точилку выключать в тот момент, когда кончик ножа находится на середине ленты. В принципе, утверждается, что если его снять раньше, то может испортиться кончик, вполне может быть. Плюс эта точилка еще позволяет выбирать разную скорость в зависимости от того, как ты нажимаешь. Для бесполезного, для тупого кухонного ножа нужно medium speed, то есть средняя. Давайте продолжим. Заусенца пока нет. Заусенец обычно появляется быстро, но, видимо, в этот раз нож уже очень сильно убит. Поэтому надо 4 раза проходить. Да, теперь появился заусенец. Я перехожу на вторую сторону. Там точно такая же система. Теперь я буду ждать заусенца с обратной стороны. С этой стороны заусенец появился быстро, так что больше не надо. Из таких минусов этой точилки это то, что она создает тут достаточно много грязи, появляется тут мелкая железная стружка, поэтому, в принципе, если вы не снимаете видео, то неплохо бы подстелить какую-то клееночку или что-нибудь такое. Плюс, в принципе, когда я точу много ножей, я одеваю респиратор. Я не одеваю для видео, но я одеваю респиратор, потому что когда точишь, то часть металлической пыли летит вверх и витает в воздухе. Значит, мы с этим ремешком закончили, и мы переходим на следующий ремушочек. Следующий ремушочек у нас 220 грит. Значит, инструкция нам говорит 4-8 протяжек, потому что этот нож был очень тупой. Я сделаю 8 по 4 на каждую сторону. Так, 4 на одной стороне, 4 на другой. Так, когда я перехожу на следующий натысячник, я уже, в принципе, на первых двух ремнях я делаю сперва на одну сторону, потом другую. Когда я перехожу на тысячник и трехтысячник, я начинаю чередовать. Один проход на одну сторону, один на вторую, один на одну, один на вторую. Таким образом, чтобы срезался заусенец. Значит, мы одеваем тысячник. И на тысячнике тоже нужно 4-8. Значит, мы сделаем в сумме 8 по 4 на каждую сторону с чередованием. Давайте начнем. В принципе, наша шпаргалка уже говорит, что на тысячнике мы должны остановиться. Я думаю, что сейчас уже нож будет нормально резать. Давайте попробуем. Да, он уже достаточно острый, хорошо режет. Но я лично всегда еще беру трехтысячник и прохожусь еще трехтысячником. Почему? Потому что мне, не знаю, нравится более нежный, хорошо заточенный нож. Мне кажется, кромка лучше выглядит и лучше держит остроту. Мой трехтысячник уже засалился, поэтому возьмем новый. Он, кстати, новый. Смотрите, он какого белого цвета. Отличается от старого. Можно сравнить
насколько он засалился. Так, давайте оденем. Давайте сделаем по 4 с каждой стороны, 8 в сумме. В принципе, тысячник не сильно жрет металл, он полирует, поэтому мне нравится заполированная кромка. Ну вот, в принципе, нож готов, он достаточно острый. Давайте я вам покажу, как он режет. Надо протереть сперва. Порежем бумагу. Сперва. Немного неудачно. Может как-то так фигурно вырезать. Нож очень острый. Возьмем, попробуем порезать помидор. Или томат, как вам угодно. Значит, сделаем такой тест. Нож под своим весом легко разрезает томат. Можно попробовать порезать очень тонкие кусочки. Как-то так. Ну, можно увидеть блестящую кромочку. Я думаю, камера не передаст. Но я попробую после съемки видео сфотографировать и снять фотографию. Кромка в хорошем состоянии. Значит, это что касается ножей. Что касается ножниц и серейторных ножей. В интернете можно найти официальное видео от производителя, как точить ножницы и серейторные ножи. Но основная идея, что серейторный нож точится с обратной стороны, которая плоская, и точится вот этим Extra Fine ремнем на 6000. То есть мы просто берем плоскую сторону, не ту, где, которая с зубцами, прикладываем вот так вот. И делаем десяточек проходов. Я не буду делать, потому что этот нож нормальный. Для ножниц здесь есть специальная такая площадочка, на которую кладутся ножницы. Вот так вот. И то же самое делаются проходики. Вот, как бы достаточно где-то часик, чтобы все ножи и ножницы в доме начали нормально резать. Вот, в принципе, и все, что хотел рассказать. Нож мы заточили, про точилку я вам рассказал. Надеюсь, что вы узнали что-то полезное. Из основных плюсов этой точилки это то, что она работает очень быстро. Это то, что ремни служат очень долго. Она не портит нож, она достаточно нежно обращается с кромкой. Она дает очень хороший результат, который подойдет, я думаю, 95% людей. Если вы не особый фанат ножей, то вы будете довольны. Вам не нужно будет обращаться, платить деньги профессионалу. Вы в любой момент сможете заточить этот нож. Эта точилка требует минимум обучения. Ко мне как-то пришел друг, и он смог заточить нож сразу. Просто я ему показал, он тут же смог заточить. Ну, в принципе, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. До встречи. Пока.